Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, несмотря на высокий уровень внимания со стороны мировых СМИ и ожидания значимых решений, завершилась без конкретных договоренностей. Переговоры продолжались почти 3 часа, однако по их итогам стороны ограничились краткими заявлениями, избегая ответов на вопросы журналистов. Запланированные ранее расширенные консультации и совместный обед не состоялись, что может указывать на то, что в ходе обсуждения не удалось закрепить достигнутые позиции в виде итогового документа или хотя бы рамочного соглашения. Официальные комментарии были выдержаны в сдержанно позитивном ключе. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что разговор был действительно очень позитивным, а оба президента заявили о некотором прогрессе. Дональд Трамп подчеркнул, что у сторон есть высокий шанс достичь соглашений в будущем, но напомнил, что нет сделки, пока нет сделки, фактически признавая отсутствие конкретного результата. Какие именно направления стали предметом сближения, публично озвучено не было, что подогрело интерес экспертов к неформальной части переговоров. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия и США – соседи, имеющие исторические и культурные связи, особенно заметные в контексте Аляски. Он подчеркнул, что для устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта в Украине, а безопасность этой страны должна быть гарантирована международно признанными механизмами. При этом Путин признал, что двусторонние отношения находятся на самой низкой точке со времен Холодной войны, и отметил, что у Москвы и Вашингтона есть что предложить друг другу, от сотрудничества в области высоких технологий и энергетики до совместных проектов в Арктике. Он поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы, что в дипломатической практике часто рассматривается как сигнал готовности к дальнейшим контактам. Протокольная и символическая часть встречи стала предметом отдельного внимания. Красная ковровая дорожка, совместная поездка лидеров в одном автомобиле, почетный эскорт из истребителей, аплодисменты Трампа Путину и масштабные меры безопасности сформировали картину демонстративного взаимного уважения. В условиях продолжающегося конфликта в Украине подобные жесты вызвали обеспокоенность у части европейских союзников США и в украинском обществе, где их расценили как потенциальный сигнал готовности Вашингтона к более мягкому курсу в отношении Москвы. В финале встречи Путин пригласил Трампа посетить Москву. Американский президент ответил: «Это интересно. Я думаю, это вполне возможно». Это приглашение, прозвучавшее на фоне отсутствия прорывных решений, может рассматриваться как намерение Москвы перевести контакты в более системный формат. Исторически подобные приглашения часто становились стартом для серии двусторонних визитов, где уже прорабатывались конкретные соглашения. Реакция Киева была сдержанной. Опасения о том, что США могут заключить с Россией соглашение за спиной Украины, не подтвердились. Прямых уступок Кремлю не было, а идея трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского осталась в подвешенном состоянии. Однако в украинском экспертном сообществе не исключают, что подобный стиль дипломатии может привести к усилению давления на Киев в будущем, если Вашингтон решит искать компромисс с Москвой, предполагающий территориальные или политические уступки. Для Москвы саммит уже можно считать имиджевой победой. Даже при отсутствии конкретных договоренностей, сам факт личной встречи с президентом США в атмосфере подчеркнутого уважения укрепляет образ России как важного игрока в вопросах глобальной безопасности. Это также создает благоприятный информационный эффект внутри страны, где подобные события используются для демонстрации статуса великой державы. Для Дональда Трампа результат выглядит более противоречиво. С одной стороны, он сохранил свободу маневра и избежал поспешных шагов, способных вызвать критику как внутри США, так и со стороны союзников. С другой, столь масштабно анонсированная встреча завершилась без ощутимых результатов, что может дать оппонентам аргументы о недостаточной эффективности его дипломатии и о том, что риторические жесты вновь превзошли реальные шаги. Выбор Анкориджа для встречи лидеров не был случайным. Аляска – единственный штат США, расположенный по соседству с Россией через Берингов пролив, и географическая близость символизирует тот факт, что, несмотря на политические разногласия, страны остаются соседями.
История отношений в регионе уходит в XIX век, когда в 1867 году Российская империя продала Аляску США за $7 200 000. Сделка, ставшая одним из самых известных дипломатических актов своего времени. С тех пор эта территория периодически становилась площадкой для контактов и символических жестов. В годы Холодной войны Аляска использовалась как точка проведения военных наблюдений и обменов в рамках договоров о контроле над вооружениями. В 1980-е годы здесь проходили встречи американских и советских дипломатов по вопросам Арктики, безопасности воздушного пространства и экологического сотрудничества. В более недавние годы Анкоридж рассматривался как нейтральная локация для контактов военных ведомств двух стран, поскольку находился на полпути между Москвой и Вашингтоном, что позволяло минимизировать символическое давление одной из столиц на другую. Таким образом, нынешняя встреча в Анкоридже вписывается в традицию использования Аляски как символического моста, подчеркивающего географическую и историческую взаимосвязь России и США. При этом для обеих сторон этот выбор несет дополнительные смыслы. Для Москвы — напоминание о давней истории и потенциальном взаимовыгодном сотрудничестве, для Вашингтона — демонстрация открытости к диалогу без уступок в ключевых вопросах. Возможным развитием событий может стать подготовка нового саммита. Возможно, уже в Москве, что позволило бы продолжить дискуссию с привлечением третьей стороны Киева. Альтернативой может быть усиление давления США на Россию в попытке ускорить переговорный процесс на более выгодных для Вашингтона условиях. Не исключено и то, что Белый дом снизит приоритет украинской темы, сосредоточившись на внутренней повестке, что создаст пространство для дипломатической активности Москвы и европейских посредников. С учетом всех обстоятельств, встреча в Анкоридже стала скорее дипломатической паузой, чем прорывом. Для России это репутационная победа. Для США – задача объяснения обществу и союзникам смысла контактов. Для Украины – сохранение статус-кво с рисками давления в будущем. Перспективы дальнейших переговоров будут зависеть от политических расчетов сторон, внутриполитической динамики в Вашингтоне и Москве, а также от хода событий в Украинском фронте. Пишите свое мнение в комментариях. Нам важно услышать вашу точку зрения. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных и актуальных новостей из мира и нашего региона. Не пропустите то, что действительно имеет значение.